Доброго времени суток, дорогие подписчики и гости нашего канала. В этом видео я расскажу вам о необычном экспериментальном автомобиле ЗИС-101 А-Спорт. В далеком 1939 году, на московском заводе ЗИС произошло ожидаемое столькими людьми чудо. Свет увидел спортивный автомобиль ЗИС-101 А-Спорт. Выпущенный в одном экземпляре, он получил одобрение от самого Иосифа Виссарионовича Сталина и Кагановичем, которые лично осмотрели это чудо техники, давшееся таким трудом. Каганович, Лазарь Моисеевич — это советский государственный, хозяйственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. Народный комиссар путей сообщения СССР и член Политбюро ЦК ВКП. Если вернуться на год назад, можно убедиться в том, что советский спорт, несмотря на все свои амбиции, пребывал лишь в стадии зарождения. Несомненно, опыт был, но эти начинания столь незначительны, что не стоят и упоминания. К тому же, на пути производства легких кузовных деталей, необходимых для быстрого передвижения, стояли препятствия, запасы алюминия были мизерные. А шин, необходимых для развития скорости от 150 км в час, свечей и карбюраторов не было и вовсе. По сути, весь процесс изготовления скоростных автомобилей сводился к вспышкам деятельности малоперспективных спортивных клубов и мелким достижениям мастеров. Советский спорткар. Идея создания этого автомобиля зародилась в умах трех молодых людей, работающих в то время в цеху на заводе имени Сталина. Это были Владимир Кременецкий, Николай Пульманов и Анатолий Пухолин. Пухолин получал образование в Московском автодорожном и как раз писал дипломную работу о скоростных автомобилях. Это и послужило толчком для парней. Стало неким стимулом, который побудил их к разработкам пресловутого автомобиля. За выбором шасси дело не встало, предпочтение было отдано последней версии самого продвинутого на то время автомобиля, лимузина ЗИС-101, который выпускался с 1936 года. К слову, длина машины составляла 6 метров, ширина 2. А вес достигал 2,5 тонны. Можно лишь догадываться, каким образом комсомольцам удалось сделать из такой махины родстер. Работа не останавливалась ни на миг. Пухолин разработал общее компилирование, переработал подвески ЗИС-101, снабдив их необходимыми регуляторами и стабилизаторами. Кременецкий спроектировал задний мост с гипоидной передачей, а Пульманов все свои силы бросил на работу с двигателем. Он форсировал мотор, увеличив число оборотов и степень сжатия. Также были изменены фазы газораспределения. Позже восьмицилиндровый двигатель увеличился в объеме и обзавелся головкой блока, поршнями и шатунами из алюминиевого сплава. В переработанной коробке передач появились конические синхронизаторы и ускоряющая передача. В подвеске применили стабилизаторы поперечной устойчивости. Нацелившись на все принципиально новое, разработчики тщательно продумывали все нюансы. Не обошли вниманием и дизайн автомобиля, получилось что-то совершенно необычное. В работу над дизайном был вовлечен кузовщик Валентин Ростков, предоставивший замечательные эскизы автомобилей, среди которых техсовет выбрал лучший. Что и говорить, всем трудящимся над созданием автомобиля несказанно повезло с талантами Валентина. Именно он помог им отойти от устоявшихся форм, так как изготовлять обычный двухместный кузов молодым людям казалось слишком примитивным. Компоновка. Так как в итоге силовая установка оказалась очень длинной и тяжелой, пришлось сместить назад двухместный кокпит, чтобы улучшить осевой баланс и загрузить ведущие колеса. Ко всему прочему, ЗИС-101 А-Спорт оснастили съемным тентом, воздухозаборником и головной оптикой, вмонтированные в обтекатели передних крыльев. Однако все это выглядело воодушевляющим лишь на бумаге. Реализовать задуманное в жизни оказалось проблемно. Для молодых энтузиастов не представлялось возможным в одиночку воплотить все свои идеи в реальность. Недостаток опыта и технического оборудования сказывались в ходе работы. Еще бы, сделать литейные модели или штампы для оковок, оснастку деревянный болван для кузова, задачи практически непосильные. Разумеется, поворачивать назад после проделанного было, по меньшей мере, нерационально, поэтому инициаторы создания автомобиля стали искать помощи. К таким просьбам вышестоящие инстанции отнеслось прохладно. Верхушка не разделяла энтузиазма молодых,
но процесс периодически контролировала, посылая комиссия. Так одна из таких государственных проверок, во главе с Евгением Алексеевичем Чудаковым, который на то время был начальником кафедры колесных машин, обнаружила перечень упущений и погрешностей, для устранения которых требовалось снизить вес автомобиля на 600-700 килограммов. Разработчикам были даны некоторые рекомендации по улучшению работы, но, как известно, одними советами делу не поможешь. Работа шла медленнее. Комсомолу 20 лет. Направить процесс в былое русло смог громкий юбилей 20-летия комсомола. Стараниями Кременецкого, в огромный список подарков завода матери Родине, вместе со сверхплановыми автомобилями вошел и ЗИС-101 А-Спорт. 17 октября 1938 года газеты запестрели заголовками и фотографиями. Касательно разработок, «Комсомольская правда» опубликовала заметку о спортивном лимузине, также напечатали некоторые эскизы Росткова. Само собой, страна заговорила об этом нашумевшем спорткаре, который практически стал своеобразной знаменитостью в определенных кругах. Статья в «Комсомольской правде». Дальнейшая работа над созданием спортивного автомобиля контролировалась практически на высшем уровне, неслыханно для СССР, но так уж вышло, что от ЗИС-101 А-Спорт зависело очень многое, и отрицать или не замечать это было бы глупо. Штат работающих над автомобилем значительно расширился. Внимание уделяли каждой детали, машина еще без кузова, а ее уже обкатывают по территории завода, устраняют погрешность. Наконец пришло время демонстрации, предстоял выезд на полностью собранном, окрашенном и отполированном автомобиле. Вел ЗИС-101 А-Спорт Пульманов, рядом находился Пухолин. Кременецкий же лицезрел свое творение со стороны. Наверное, сложно представить, какую гордость за свою работу испытывали молодые и инициативные комсомольцы. Однако в тот момент они еще не догадывались, что их первый спортивный автомобиль станет последним. И тем не менее, презентация автомобиля получилась зрелищная. А вот подготовка к мероприятию измотала всех. За ночь до демонстрации пришлось разобрать кусок стены Дома Союзов, где был намечен показ, и на руках внести автомобиль весом в 2 тонны. Кроме того, необходимо было привести в порядок фасад, с которым провозились до рассвета. Но результат того стоил. На утро автомобиль собрал вокруг себя всех делегатов и гостей Московской партконференции, а также членов Политбюро во главе со Сталиным, который выражал явное одобрение. Однако конструкторам, трудившимся над созданием авто, этого было недостаточно. Самое важное предстояло впереди – ходовые испытания. Цель, которую необходимо было достичь, это развить высшую скорость из 168 км в час, к чему разработчики упорно шли. Однако на испытаниях летом 1940 года ЗИС-101 А-Спорт показал лишь 162,4 км в час. Несмотря на прогресс в работе, успехи и новые идеи, фортуна вскоре отвернулась от энтузиастов-конструкторов. В 1939 году пост директора завода занял другой человек, который оказался совершенно равнодушен к судьбе ЗИС-101 А-Спорт. Работу пришлось прекратить. Вопреки светлому будущему, которое пророчили все вокруг этому потрясающему автомобилю, надежды не оправдались. По некоторым данным, ЗИС-101 А-Спорт был заброшен на заводские задворки, где остался покрываться ржавчиной. Дороги главных создателей спортивного кара после фиаско разошлись. Пульманов ушел в аспирантуру автомеханического института на дневное отделение, Пухолин подался в ракетную промышленность. Кременецкий остался на заводе, но предпочел заняться оснасткой для механической обработки. Работать с автомобилями не бросил только Ростков. Он упорно трудился на ЗСЕ. Позднее в НАМе известно, что он также принимал активное участие в создании послевоенных ЗИСов и ЗИЛов, в числе которых были и спортивные. В 2012 году в Крокус-Экспо на 20-й Алтаймер-галерее Ильи Сорокина был впервые показан воссозданный по сохранившимся чертежам и фотографиям спорткар под названием ЗИС-101 А-Спорт. Реплика построена реставрационным центром «Молотов Гараж». Оригинальный автомобиль, очевидно, утрачен во время войны, так как его не вывезли при эвакуации автозавода. Технические характеристики вы можете наблюдать на ваших экранах. А на этом на сегодня у нас все. Вы были на канале Та Эпоха.
До новых встреч. Всем пока.